Всем привет! С вами Алена, и сегодня я расскажу о 12 английских словах, которые невозможно перевести на русский язык. Итак, поехали! The other reason behind this plan is to allow people to commute to work from much farther distances than they could if they had to drive. И первое слово commute, что означает перемещаться каждый день на работу, либо с работы. Commute – это глагол, от него также есть произвольное существительное commuter, что обозначает, собственно, человека, который каждый день едет на работу, либо с работы домой. My morning commute takes 45 minutes. Моя ежедневная поездка на работу занимает 45 минут. You've been struck by an earworm, and you're not alone. Over 90% of people are plagued by earworms at least once a week, and about a quarter of people experience them several times a day. Следующее слово earworm. Дословно его можно перевести как ушной червь. И это обозначает какую-то навязчивую мелодию, либо песню, которая все время звучит у вас в голове, от которой вы не можете отделаться. This song of One Direction is the most persistent earworm. Следующий термин – patriotism. Это понятие родилось и получило распространение от двух терминов – hatred – ненависть, and patriotism – это, что называется, ненавидеть по указке. Patriotism обозначает ярое чувство неприязни к вещам, на которые указывают авторитетные лица, особенно государственные власти. Дальше – globish. Родилось также от слияния двух слов global and English и описывает язык, на котором разговаривает, можно сказать, большая часть населения Земли, которые не являются носителями английского языка, но учат язык как свой второй или какой-то другой иностранный язык. То есть немножко отсюда, чуть-чуть отсюда, и таким образом мы получаем словарный запас, которого нам хватает для ежедневного общения. Это и называется globish. Each of you cried when you were hungry, thirsty, or cold. Thirsty. В русском языке есть понятие «я голоден», но нет эквивалентного понятия, когда мы хотим пить. В английском мы можем сказать I'm hungry and I'm thirsty, что будет значить «я хочу пить». Следующее интересное понятие – refrigerator rights. Это когда у вас с человеком настолько близкие отношения, что он может пользоваться вашим холодильником и брать оттуда все, что захочет. Relationship. Но тут, в принципе, ничего объяснять не нужно. Термин описывает не самое лучшее взаимоотношение. My grandparents lived not far away. Grandparents. Это понятие описывает и бабушку, и дедушку вместе. И перевести их на русский язык одним словом не получится. Bump. Этим словом можно описать возню с бумагами, различную бумажную волокиту. I got a lot of bump from my bank in the post today. I want to thank his parents and siblings who are here today. Siblings. Этим словом мы можем назвать брата или сестру вне зависимости от пола. То есть мы можем сказать their siblings, и при этом это будет значить, что они брат и брат, либо это сестра и сестра, либо это брат и сестра. I've gotten over the jet lag. Jet lag. Самый короткий перевод на русский язык будет звучать как сбой биоритма при смене часовых поясов. Trump's stance towards Putin, some might call it a bromance. Bromance. Крепкая мужская дружба. They spark quite a bromance. But when you have a nap, you have a 40% increase in your creativity. И последнее слово на сегодня – nap, что обозначает послеобеденный сон. I usually take a nap after lunch. И из-за того, что эти слова трудно перевести на русский язык, часто происходит заимствование. Например, уже даже сейчас многие говорят jet lag и не вдаются в подробности, потому что многим понятно, что это такое. И также происходит со многими другими словами.
В своих следующих видео я попытаюсь рассказать, наоборот, о русских понятиях, которые трудно перевести на английский язык одним словом, где приходится использовать описательный перевод. Спасибо за просмотр. Пока.